Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у меня будет обзор фурнитуры и бусин с сайта AliExpress. Начну я с бусинок. Вот такой формы выбрала бусинки, голубые. Написано, что это агат. И достаточно красивые, мне понравились. Так как у меня круглые бусинки уже есть такого цвета. И я думаю совместить две такие ниточки в украшение. И неплохо будет смотреться. Здесь вот такой бачок белый в одной бусинке. Бусинки 8 на 12 миллиметров. И в ниточке, по-моему, 30 написано бусин, а я посчитала 32 бусинки. Здесь есть дырочка. И на одной бусинке вот какое-то розовое вкрапление. Неплохие бусинки, понравились мне. Углы сглаженные. Я думаю, с круглыми будет красиво смотреться. Придумать что-нибудь можно. И вот такие квадратные бусинки выбрала. Так как у меня круглые есть уже, можно было выбрать два варианта. 21 бусину или 42 бусинки в этом магазине. Именно этот цвет хотела я, потому что у меня круглые есть. Тоже сделать что-то подобное вот вместе. Совместить такие бусинки. Я думаю, неплохо будет смотреться. Напишите мне, пожалуйста, как называется этот камень. Бусинки 8 миллиметров. И все ровненькие, хорошенькие. В этом магазине был большой выбор разных камней. Так, следующие бусинки это уже идет турквенит. Плоские. Выбрала 8 миллиметров, так как тоже выбор большой был. Можно разные размеры подобрать для себя. Вот какая одна бусинка. И у меня такие уже были, они закончились. И как раз вот пополняю свои запасы. Еще вот такие бусинки квадратные. Что-то меня в этот раз тянет на квадратные бусинки. Это уже 10 миллиметров бусинки. И здесь в комплекте 10 штук всего лишь бусин идет. Хорошие ровные бусинки. Так как ранее я покупала уже вот такие бусинки 8 миллиметров. Ну и решила и 10 заказать. Может быть и вместе поставить в украшение. Два размера, не знаю, как это будет выглядеть. Ну, что-нибудь придумаю. Интересная, как всегда. Так, следующие бусинки тоже турквенит. Только здесь уже круглые. Вот такие большие-большие, 20 миллиметров бусинка. И в комплекте 5 бусин всего лишь. Посмотрите, какие красивые. Так как у меня много разных размеров, я покупала. Почему я решила 20 миллиметров взять? Так как я купила вот такие еще и шапочки. Посмотрите, какие красивые филигранные шапочки.
Очень понравились они мне. И они идеально подходят для этой бусинки. Бусинка 20 миллиметров и шапочка. Посмотрите, как красиво смотрится. Ажурно, как кружево. И если поставить с двух сторон, и бусинки и не видно будет. Можно, если бусинка у вас с браком какая-нибудь, и вот так можно ее закрыть, и не видно будет. Посмотрите, какая красота. Или просто сделать подвесочку, кулон придумать. Понравились мне и шапочки, и бусинка. Бусинки хорошие. Посмотрите, как здорово смотрятся эти шапочки. Были и, по-моему, 12 миллиметров такие шапочки, и 20. Всего лишь 2 размера. Ну и цвета были разные. В комплекте таких шапочек 20 штук. Смотрите, какие большие они. И можно такие поставить в центре бусинки. Очень хорошие. Вот такие бусины. Это акриловые. Имитация под жемчуг. Здесь отверстие крупное, миллиметра 2, наверное. Так как я такие бусины уже покупала, только маленькие у меня есть, по-моему, 4 или 3 миллиметра. Покрытие стойкое, хорошее качество, бусинки легкие, и можно сделать украшение к лету из таких бусин. Кто относится хорошо к пластиковым акриловым бусинам, я рекомендую. И маленькие размеры были. Можно и в вышивку пришивать такие, в кулоны, в брошки. Посмотрите, какие красивые бусинки. Я выбрала 14 миллиметров бусинка у меня. И в комплекте 25 штук. И там можно было от 4 миллиметров до 20 миллиметров бусинки. Чем больше бусинок, и тем меньше количество. Но качество мне нравится. Они, как видите, неровные, как помятые немножко. Так, следующее это подвески. Вот такие кулоны. Они с двух сторон. С этой стороны рисунок камеи, а с этой стороны можно приклеить кабошончик. Вот, например, у меня желтый под рукой был. И вот так можно приклеить кабошон и сделать украшение. Я делала уже украшение с такими кулонами. И получается двухстороннее. 5 штук в комплекте продается. 30 на 40 миллиметров. Кабошон сюда становится. Я очень давно покупала такие кабошоны, то есть подвески. И вот такие камеи у меня были, приклеивала. Вот носила я такое украшение на кожаном шнурке. Здесь у меня вот такой магнитик. Очень давно я делала это украшение. И у меня вот остался последний кулон. Поэтому я решила еще взять подвески. Такие очень мне нравятся. Можно любой цвет сюда вклеить кабошона. И сделать украшение двухстороннее. Очень красиво смотрится. Качество хорошее. И цвет бронзовый хороший. 5 штучек в комплекте. И еще вот такие подвески. Ну, в медном цвете. Посмотрите, как красиво выглядит. Ободок ажурный. Тоже 30 на 40 миллиметров. 5 штук идет в комплекте. Вот так сзади выглядит. И здесь нужен бейл, так как здесь можно уже надевать без бейла на тросик или на мемори проволоку. Но здесь уже понадобится бейл. И вот, например,
У меня есть вот такие кабошоны акриловые. Тоже когда-то покупала, тренировалась, обшивала бисером, делала подвески, брошки. И вот остался у меня 1 или 2 таких кабошончика. И посмотрите, как с медной подвеской смотрится такой кабошон. Можно сделать, приклеить и подобрать бусинки, что-то по цвету подходящее. И сделать вот такую подвесочку. Можно и на цепочку подвесить. Но очень красивый. Посмотрите, какая красота. 5 штучек тоже в комплекте. Следующее это вот такие подвески гривна. 2 штучки в комплекте. Были и в серебре такие. Здесь 17 отверстий. Вот таких вот, куда можно подвесить что-нибудь. И 86 миллиметров на 50. Я планировала сделать украшение под шею. Не знаю, еще на цепочке или нет. И сделать длинные-длинные подвески. Подобрать бусинки, подобрать красиво, чтобы лежали оригинально как-нибудь. И носить под рубашку, под воротник будет очень красиво смотреться. Главное подобрать и бусинки, какие вам нравятся, и набор интересный. И будет украшение оригинальное. Хорошее качество. Петельки все на месте, колечки. И не гнется такая гривна. Следующее. Это вот такие шапочки. Я такие шапочки уже показывала. Они у меня закончились. Сделала украшения. И всего лишь 10 штук в комплекте. Очень мало, к сожалению. Расходуются на одно украшение. Ну, на 2 можно использовать. У меня, по-моему, в одно украшение и ушли они все. Посмотрите, как красиво они смотрятся. Бусина 14 миллиметров. И посмотрите, как облегает шапочка. Можно и 10 миллиметров бусинку. Тоже будет хорошо смотреться. Я и делала такие шапочки. Уже на 10 миллиметров ставила. Здесь отверстие вот такое крупное. Поэтому здесь маленькую бусинку ставим. И тогда не будет двигаться шапочка. Очень красиво смотрятся. Нравятся они мне, эти шапочки, поэтому еще выписала. И еще одни шапочки интересные, не менее. Здесь уже посмотрите, как они выглядят. Написано, что шапочка, но использовать такую шапочку жалко, потому что вот этот рисунок цветочный, он спрячется. Сейчас я возьму бусинку. И у меня есть вот такие маленькие бусинки. Я планировала сделать ягодное украшение, если поставить вот такую красную бусинку. И будет вот такой цветочек, сделать подвески. Здесь пин другой нужен с шариком. И посмотрите, если сделать вот таких много и подвесить в украшение. Ну, это уже на ваше усмотрение, какую бусину брать. Здесь бусинка 2 миллиметра или 3 миллиметра. Хорошо ложится. И видно тогда и саму шапочку, цветочек. Ну, а если ставить в украшение, и не видно будет такой красоты. Ну, они и не смотрятся на бусинки, эти шапочки. Лучше их применять, вот как я вам показала. Очень красиво. Можно и в вышивку где-нибудь, в кулон или в брошку пришивать такие. Тоже красиво будут смотреться. $50 штук всего лишь в комплекте. 4 на 9 миллиметра. И были еще и в серебре. Или микс можно выбрать. Это уже кто как любит.
Вот такой сегодня у меня был интересный обзор. Если вам было интересно и было полезно, я жду от вас комментариев, напишите мне, поставьте лайки. Ну и не забывайте подписываться на Яндекс.Дзен. Я с вами не прощаюсь, у меня много интересного впереди. Так что до скорых встреч. Всем пока.